Карл Густав Маннергейм не просто национальный герой Финляндии, он символ сопротивления против ненасытной советской России. Трижды она пыталась поглотить его маленькую родину в 1918, 1939 и 1944 годах. И трижды Маннергейму удавалось защитить ее, нанеся советским войскам сокрушительное поражение. Под его руководством стране с 4-миллионным населением удавалось успешно воевать с супердержавой, население которой превышало тогда 170 миллионов человек. Действия путинской России по отношению к Украине на удивление похожи на действия СССР по отношению к Финляндии. Не зря маршал в своих мемуарах в основном называл Советский Союз Россией, поэтому строки из его мемуаров идеально подходят для нашего времени. Официальные источники немало потрудились над тем, чтобы освободительная война превратилась в простую гражданскую войну. За подобными измышлениями стоит стремление обвинить законное правительство и армию в развязывании войны, но это не скроет того факта, что в 1918 году мы защищали неприкосновенность и независимость нашего государства. Если бы мы не поднялись на борьбу, Финляндия в лучшем случае превратилась бы в автономную область Советского Союза, без каких бы то ни было национальных свобод, без настоящей государственности, и нам бы не нашлось места среди свободных наций. Мы заплатили за независимость очень большую цену, но жертвы и тяготы освободительной войны не будут забыты. Страны Балтии согласились на советские условия и получили ужасающий результат. Элита всех трех стран была уничтожена, людей выселили в Сибирь. Коммунисты уничтожили общество, и это произошло потому, что народ не боролся. То есть, если ты не борешься, то потеряешь все. Как потом оказалось, мы поступили правильно. Новое время, новые обязанности. И все же, как и ранее, все основные вопросы решаются железом и кровью. Для защиты нашей свободы армия должна быть в полной боевой готовности. Крепости, пушки и иностранная помощь не помогут, если каждый мужчина не осознает, что именно он стоит на страже страны. Пусть помнят мужчины Финляндии, что без единодушия нельзя создать сильную армию, и что только сильный народ может безопасно создавать свое будущее. Финская армия, которую даже в собственной стране многие ненавидели и на которую клеветали, спасла страну от гибели и создала мощный фундамент для будущего Финляндии как независимого государства. Финская армия была недостаточно вооружена. Мы не имели артиллерии, танков, бронетехники. Не хватало боеприпасов и снарядов. Сила финской армии заключалась в ее единодушии. Все были готовы любыми способами защитить свою страну. Мы были плохо вооружены, но хорошо обучены. Весной 1920 года правительство разрешило коммунистам провести организационное собрание Социалистической рабочей партии Финляндии. Хотя тайная центральная полиция, опираясь на неопровержимые доказательства, требовала запретить эту партию и привлечь ее руководителей к уголовной ответственности за изменническую деятельность, правительство никак не прореагировало. Коммунисты получили возможность совершенно открыто продолжать свою организационную деятельность, вести пропаганду и участвовать в парламентских выборах 1922 года. В итоге коммунисты получили 22 депутатских места и смогли отстаивать в парламенте свои интересы, так же, как и интересы Москвы. Избирательная борьба была тяжелой. Левые силы вели подрывную агитацию. Избирательная система, принятая на предыдущих парламентских выборах, нисколько не изменилась. Посему это следует отметить особо. Та партия, которая всего лишь 2 года назад привела страну на край гибели, имела такие же конституционные права, как и партии, боровшиеся за сохранение общественного порядка. Когда во время переговоров в Министерстве иностранных дел Великобритании я пытался доказать, какие конфликты могут возникнуть, если большевики вторгнутся в Европу, меня откровенно не поняли.
Военачальники имели несколько более верное представление о положении вещей, но в целом проблема отношений с Россией рассматривалась в Лондоне как второстепенная. Поэтому совершенно естественно, что наша освободительная борьба, которая не позволила большевизму распространиться на север, не была оценена по достоинству. Неясно, какую эффективную помощь способна оказать Лига наций малому государству в том случае, если на него нападает великая держава. Нападающая сторона может, например, утверждать, что она сама стала объектом нападения. И тогда вместо оказания действенной помощи начнется бесконечное изучение вопроса. Король Великобритании Эдуард VIII во время аудиенции сказал мне, что считает коммунизм опасностью для всего мира, и в этой связи рассказал: «Позавчера у меня на приеме был Литвинов и говорил, что мировую революцию пропагандировал Троцкий, а современные круги, находящиеся у власти в России, не одобряют этих идей. Они только хотели бы в границах своей страны создать наиболее совершенную, по их мнению, форму государства, используя лучшие идеи, касающиеся общественного устройства, а внешняя пропаганда не входит в их программу. Именно это он стремился доверительно сообщить мне, человеку, имеющему совершенно ясное представление об их подрывной деятельности в Англии, Франции и Южной Америке». В начале августа прибалтийские страны были окончательно присоединены к Советскому Союзу. В эти богатые событиями недели в Москве шли переговоры о никелевой концессии, на которые участники со стороны Финляндии подвергались сильному нажиму. Одновременно в Хельсинки были по известному образцу инсценированы демонстрации коммунистов, целью которых было спровоцировать кризис. Когда группу буянов задержали во время уличных беспорядков, посол СССР заявил протест премьер-министру Рюти. Больше всего общественное мнение взволновало нападение на финский пассажирский самолет «Калева», который 14 июня 1939 года был сбит во время регулярного рейса из Таллина в Хельсинки. Было доказано, что «Калева» сбили два русских истребителя и что русская подводная лодка, курсировавшая в этом районе, овладела всеми грузами, находящимися в самолете. Помимо финского летчика и экипажа лайнера погибли и пассажиры. Они были иностранными гражданами, и в их числе летел французский дипломатический курьер, мешок с почтой которого стал также трофеем. Это подтвердил спустя пару лет оказавшийся в плену один из офицеров подводной лодки. По его словам, мешок с дипломатической почтой в открытом море был передан на борт судна, которое тут же было выслано из Кронштадта. 27 ноября 1939 года Молотов информировал нашего посла, что советское правительство больше не считает себя связанным договором о ненападении. На финское предложение о совместном изучении инцидента с выстрелами неизвестного происхождения в деревне Майнила никакого внимания не обратили. И, искажая факты, стали утверждать, что правительство Финляндии попросило отвести русские войска на 25 километров от границы. В архиве Андрея Жданова хранится настоящий план проведения Майнильского инцидента. В то время Жданов был первым секретарем обкома Коммунистической партии в Ленинграде. На протяжении долгого времени этот исторический вопрос оставался открытым. Советский Союз его не признавал, и только в начале 90-х годов признали, что это была провокация. Сами российские историки сказали, что нападение осуществила советская сторона. В ноте от 29 ноября Молотов бросил обвинение в том, что финские вооруженные силы, как известно, продолжают вести военные действия не только на Карельском перешейке, но и на других участках. На наше оправдание ответили огнем. Советская историография, естественно, утверждает, что это Финляндия напала на Советский Союз. Но, как мы знаем,
В 1990-е годы советская историография изменилась, и было доказано, что все произошло наоборот. Документы подтвердили, что провокацию осуществила советская тайная полиция. Это было своего рода шоу, чтобы у Советского Союза появился повод для начала войны. 1 декабря, на второй день войны, информбюро сообщило, что в городе Тариоки, а на самом деле в дачном поселке, расположенном близ границы, сформировано Народное правительство Демократической Республики Финляндии. Председателем правительства был избран финский коммунист, член секретариата Коминтерна Куусинен. На следующий день в информационном сообщении советское правительство заявило, что обращение об оказании помощи, сделанное от лица Народного правительства, одобрено, и что Финляндия и Советский Союз такой договор заключили. Одновременно сообщили, что народ Советской Карелии теперь воссоединяется со своими финскими собратьями по племени для создания единого национального государства. Естественно, что никто серьезно не воспринял заявление Народного правительства, и те листовки, которые вместе с бомбами разбрасывались над столицей и обещали испытывающему голод народу Финляндии хлеб, не могли вызвать ничего иного, кроме смеха. По сути, эта пропаганда только укрепляла наш внутренний фронт. Советская печать и радио вели жесткую антифинляндскую пропаганду, которая особо была нацелена на якобы господствующие у нас беспорядки. При этом делались ссылки на блестящие условия в Эстонии. Финляндско-советское общество за мир и дружбу делало все возможное для обработки почвы в Финляндии, и его эффективно поддерживало посольство СССР в Хельсинки. Сильно возросло число сотрудников посольства и консульства, многие из них владели финским языком и активно разъезжали по стране, проявляя особый интерес к запретным зонам. То обстоятельство, что окруженные советские подразделения не сдавались, несмотря на холод и голод, тоже в основном результат работы политруков, которые вдалбливали солдатам в голову, что их родных ждет месть, а сами они умрут от пыток, если попадут в руки врага. Во многих случаях, как офицеры, так и рядовые решали лучше застрелиться, чем сдаваться в плен. Нам было по 16, 17, 18 лет. Мне было 17. Наша миссия заключалась в помощи опытным военным. Мы сутками находились снаружи. Нам негде было укрыться в 35-градусный мороз. Многие отморозили себе пальцы ног. Потом началась танковая атака противника. Они шли на нас с криками «Ура!», и наш батальон был готов биться с ними в рукопашной. Мы помогали пограничникам, нам приказали надеть каски. Наши опытные военные отразили атаку и подожгли российские танки самодельными гранатами и коктейлями Молотова. Русские отступили. После тяжелых уроков войны парламент сейчас тоже понял, что военные расходы не следует взвешивать на аптекарских весах, и суммы, необходимые на приведение оборонительного ведомства в порядок, выделяли не ропща. Сколько бы могла сэкономить страна, если бы такое, лишь теперь достигнутое понимание, существовало среди членов парламента раньше. Карл Густав фон Маннергейм. Мемуары. Издательство «Вагриус», 1999 год. Маршалл закончил работу над мемуарами в 1951 году.